До конца предыдущего столетия незначительная британская компания Creative Assembly творила для гиганта Electronic Arts симуляторы регби, крикета и такого малоизвестного в России вида спорта, как австралийский футбол. Картина видоизменилась в начале 99 года прошлого столетия, когда Creative Assembly решила покончить со спортивными играми и перейти на стратегии, а впоследствии перешла под крыло Sega. Так родилась Total War – самая впечатляющая стратегическая серия всех времен. Уважаемые стратеги, усаживаемся поудобнее. С вами Римас, мы начинаем. Скажу заранее, что в этом видео будет у меня неоднозначное мнение по данной серии Total War. Этот небольшой разбор не несет никакой цели кого-либо оскорбить, любящих той или иной части Total War. Ваши объективные мнения в комментариях приветствуются. Лайки, дизлайки, колокольчики, шмалокольчики по-братски. Спасибо. В июне 2000 года вышла первая часть франшизы Shogun Total War. В роли сеттинга разработчики предпочли феодальную Японию периода гражданских войн. В то время Япония была поделена на провинции, во главе которых правили местные феодалы, так называемые даймё. Они всегда противостояли с соседями и захватывали их земли и территории, устраивали перевороты и разные заговоры. Действие Shogun Total War стартует в самый жар гражданской войны. В 1530 году игроку предлагали на выбор 7 самурайских кланов, обладающих своими редкими юнитами и особенностями, подобно Оде Нобунаге. Игрок вынужден за один век с 1530 по 1630 года прекратить междоусобные войны, объединить державу и стать полноправным военным лидером – сёгуном. И тут начинается самый соус. Задача игрока заключается в захвате соседних территорий, не забывая об экономике и строительстве новых сооружений. Также необходимо нанимать больше убийц и шпионов. Помимо открытых сражений, в Shogun Total War можно избежать изматывающих сражений, подослав к неприятелю ниндзя либо сексуальную гейшу, которая при достаточной доле успеха ликвидирует вражеского генерала и даже даймё. Война войной, конечно, однако значительную часть периода игроку предстоит разбираться с глобальной картой. Ваши поселения сами по себе не возводятся, а рисовые поля никто не засеет. Также преданность ваших крестьян не станет высокой благодаря ваших завоеваний. Неурожай и высокие налоги быстро понизят лояльность населения, вызвав бунты и даже гражданскую войну. Другой неизбежной части Total War стали привязаны к определенным датам исторические события. Например, в 1545 году к игроку в гости пожалуют хитро выдуманные португальцы. Сближившись с ними, вы приобретаете огнестрельные вооружения и другие преимущества, вроде развитой торговли в течение многих лет. Однако тут тоже не все так гладко. Дело в том, что на португальских кораблях имеются священники, которые обязательно начнут насаждать в ваше государство свою религию – христианство, тем самым вызвав раздражение буддистов. Это религия вашего государства. Массовые волнения на почве религии также могут ввергнуть ваше государство в мрак. Так что игроку стоит заботливо следить за ситуацией и пресекать беспорядки на религиозной почве. Приверженцы всемасштабных битв всегда могли найти, чем себя развлечь. В Total War Shogun есть богатый раздел исторических игр. Кроме того, свои полководческие навыки игрок может похвастаться миру в сетевых баталиях. О первой части Total War можно рассказывать бесконечно, ведь в то время игры с возможностью поучаствовать в таких больших баталиях и масштабных сражениях практически не было. После удачного выпуска первого Сёгуна разработчики игры добавили первое дополнение под названием «Монгольское вторжение». Свежеиспеченная кампания про монголов получилась на порядок сложнее основной игры. На выбор игроку предоставили две фракции – клан Хадзе и
орду хана. Действие в дополнении развивается в 13 веке. Никакого пороха там нет. Монахов и многих других юнитов здесь тоже попросту нет. Так что игроку приходилось устраивать танцы с бубном и адаптироваться под новые условия практически с нуля. После удачных набегов монголов разработчики ушли в спячку примерно на год. И тут появляется первый Medieval. Тема средневековья всегда была актуальна даже в наши дни. Medieval Total War предлагает игроку 3 исторических периода. Это раннее, среднее и высокое средневековье. От крестовых походов и гонений язычников до Столетней войны. Геймплей игры Medieval от Сёгуна практически не менялся. Однако размер карты и количество доступных наций стало намного больше. В игре есть Византийская империя, Священная Римская империя, Русь, Англия, Египет и другие фракции. Ну а позже Creative Assembly добавили новое дополнение под названием Viking Invasion – вторжение викингов, которое целиком охватывает период нормандской экспансии в Британию. Ну а насчет себя я познакомился с серией Total War именно с ROM Total War. Мне было тогда 18 лет. Возвращаясь с работы домой, я проходил мимо магазина пиратских дисков. Тогда это было очень популярно, потому что лицензионных дисков у нас в Казахстане практически не было, тем более в городе, где я проживал, город Атырау. Так вообще. Да, понимаю, кто-то может меня осуждать. Грешно покупать пиратские диски. Тогда и интернета не было, чтобы что-то скачивать, а тем более что-то лицензионное. На улице было очень холодно, и я помню, как сейчас это была пятница, и я решил себе взять какую-то игру, чтобы поиграть 2 дня в выходные и просто отвлечься, не выходя на улицу. И тут я увидел это. Она меня сожрала. В 2004 году явилась ROM Total War. Античные времена, Великий Рим, эпоха Цезаря и Клеопатры. Разработчики полностью ушатали меня. Геймплей, карты кампании, сражения, великие города, новый движок, трехмерная карта и юниты, а также абсолютная поддержка современных на тот момент технологий. Глубокая дипломатия. За картой приходилось следить куда дальше. Даже я иногда сидел часами, продумывая свою стратегию. Впрочем, это было нереально интересно. Я тогда влюбился в глобальные стратегии. Навсегда. Боги, я ненавижу галлов. Мой дед тоже их ненавидел. Даже до того, как они выкололи ему глаза. Неужели вы думаете, что я сидел бы тут на границе без всякой причины? Да, Риму нужны прочные границы. Нет, Риму не нужны немытые варвары у ворот. И вот я тут, глава семьи Юлиев, веду римские полки на галлов. Месть – это тоже причина. Война против галлов не продлится долго. И я знаю, что буду делать, когда она закончится. Могущество. Власть над Римом. А это значит, что мне придется разобраться со всеми конкурентами. Сенат, греки, карфагеняне с их слонами, сципионы и бруты тоже. Тот, кто правит Римом, правит миром. И однажды я стану императором. — 2004 год стал решающим для британской студии. 22 сентября культовая ROM Total War ворвалась прямо с ноги. Игрокам предложили управлять римскими легионами на гигантской карте.
Игра стала первой в серии, где авторы воссоздали глобальную карту с ландшафтными свойствами. Добавили анимированных полководцев и агентов. Более того, в стратегию добавили сотни городов и возможность плавать на кораблях с одного континента на другой. У Rome Total War имелось два издателя. Во время разработки игрой занималась Activision, а на релизе стратегия перешла в японские руки Sega. После нескольких месяцев партнерства у Creative Assembly сформировались хорошие взаимоотношения с японским издателем. Однако в 2005 году Sega полностью поглотила студию. С тех пор компания почти каждый год выпускает новые игры. Rome Total War реально шокировал своим размахом с точки зрения глобальной стратегии. 6 сторон с более чем 20 фракциями на выбор. Цель игры за одну из римских фракций овладеть как минимум 50 провинций и стать императором Рима. Можно повторно пройти кампанию за другой римский дом или вообще начать новую кампанию за галлов и уничтожить Рим. Жить без всяких акведуков и высокомерных римлян. Ну а почему бы и нет? Но как по мне, самый сок — это кампания за египтян, в которой ты постепенно захватываешь всю Северную Африку и ближайшие восточные страны, имея колесницы. О да, ребята, колесницы, как же они косили легионеров. Это незабываемо. Когда игрок захватит внушительную часть карты кампании, будет неизбежная гражданская война. То ты хочешь не хочешь, она все равно будет. Играя за Рим, например, за дом Юлиев, тебе придется воевать с домом Сципионов и, если мне память не изменяет, и Брутов. Эти дома в любом случае вам объявят войну, рано или поздно. Ну а юниты в первой части Rome Total War, они были самые разнообразные. Там и свиньи горящие можно было, и слоны, и колесницы, и легионеры, боже, и варвары. Там было большое разнообразие. А эти землетрясения, помните на карте кампании? Наводнения. Боже, игра 2004 года. Уже на тот момент было очень много контента. Ну а кто помнит полководца с особенностью петушок? Дайте знать. Те, кто играл в Total War и он обронил слезу ностальгии, отпишитесь в комментарии. Через 2 года, а точнее в 2006, разработчики активно поддерживали игру патчами и аддонами. Дополнение Barbarian Invention развило варварскую тему и добавило ночные сражения. А вот аддон Александр на первый взгляд внушил хороший интерес, но получил холодные отзывы, как от критиков, так и от обожателей серии. Фанаты серии Total War не оценили ограничения по времени в количестве 100 ходов в прохождении кампании за Александра. А вот что касательно меня, я тоже не стал проходить полностью кампанию за Александра, так как я не люблю, когда меня жестко подгоняют по времени. В общем, я это пропустил, так как там не было ничего такого сверхъестественного добавленного, и я продолжал играть в Первый Рим. Destruction of the sacred land has been watched with delight by your Macedonian comrades. Rome, total war.
Alexander. Еще один позитивный момент в истории разработчиков – это выход второго Medieval. Total War Medieval 2 выходит в 2006 году. Однако эта игра влетает в наши сердца не с одной ноги, а с двух. Как я уже говорил, тема средневековья – это как тема сисек. Мы все любим средневековье. Доспехи рыцарей нынче покрывались кровью поверженных противников и грязью от продолжительных пеших прогулок. Авторы уделили нешуточное внимание религиозным делам. Если вы, допустим, выбрали какую-нибудь христианскую страну, то будьте добры, слушайтесь папу. А вот если вы вас слушаетесь, то ждите крестового похода прямо на вашу столицу. В Medieval 2 Total War меня всегда бесили инквизиторы, которые вечно рыскали по моим внутренним землям в поисках так называемых еретиков. Часто бывало, что я терял своих лучших полководцев из-за инквизиции. Честно говоря, меня немного полыхало. Вам нужно было строить как можно больше церкви, а если даже папа попросил построить, то будьте любезны, стройте. Ведь с ним нельзя ссориться. Кампания начинается с раннего средневековья и заканчивается эпохой Возрождения и открытием нового света. Все фракции были доработаны. Юниты носили разную одежду и доспехи. В этом плане особенно радует кампания за Русь со столицей в Новгороде. Ну а про генератор имен мы, наверное, все с вами помним. Были имена Козел, Урод и еще какие-то смешные. Ну, такая вот игра была. Все мы это читали с улыбкой. Ну а про заднеприводных, честно говоря, я уже не помню. В Medieval 2 были они или не были, как это было в Первом Риме. В целом, игра Total War Medieval 2 оставила у меня невероятный отпечаток в жизни. Помимо открытых сражений, здесь также можно нанимать убийц и заказывать полководцев и даже королей. Правда, не всегда получалось. А вот про булатную сталь можно снимать отдельное видео. Если хотите, напишите в комментарии. Сниму, покажу, расскажу. А мы идем дальше. В 2007 году появляется дополнение Kingdoms. Это по сути огромное дополнение, добавляет в игру 4 больших кампании, новые фракции империи ацтеков, майя и завоевание Америки испанцами. После выхода дополнения Kingdoms все ждали второго Сёгуна, однако нас еще больше удивили новой исторической частью Total War. Оказывается, в течение 3 лет разработчики трудились над новым движком WarScript, и следующим шедевром стал Empire Total War. С тех пор, как я впервые узнал об Empire Total War, я был, честно говоря, шокирован масштабами боев, включая морские сражения. Эта игра влетела в наши сердца с 3 ног. Это один из самых лучших исторических проектов Total War. Данная серия привлекла множество фанатов.
Empire Total War сочетает в себе продуманную пошаговую глобальную стратегию игр 4X, впрочем, как и предыдущие серии. Однако временной период очень интересен. Кампания начинается в 17 веке. Идет гонка вооружения и непрекращающиеся войны между европейскими странами. Насыщенный исторический период не дает игроку расслабиться. Игрок может стать свидетелем или участником великих событий, от реформ Петра I и основания Санкт-Петербурга до войны за независимость Соединенных Штатов Америки. Для 2009 года это была, по сути, революция в игровой индустрии. Основным нововведением для серии Total War стали эпические морские сражения. Как вы знаете, раньше морские бои проходили в автоматическом режиме, а сейчас надо было все планировать собственноручно. От управления флотом игрок реально получал массу удовольствия. Однако на глобальной карте были кое-какие нюансы. Сократились количество доступных игроку стран. Их было 11. Ну а глобальная карта была реально здоровая. Чтобы дойти от точки А до точки Б, нужно было сдать несколько ходов. Особенно если ты играешь за Российскую империю. Ну а в целом игра реально порадовала. В 2009 году она была моей отдушиной. Ведь тогда я же женился. Ну а вот в 2010 году нас еще больше порадовали. Тут влетает с 3 ног Наполеон Total War. Это по сути была самостоятельная игра, а не очередное дополнение от разработчиков. От названия игры можно в принципе понять, про какой исторический период данная игра. События охватывали период наполеонских войн с 1796 по 1812 годы, но тут опять немного запахло Александром, а точнее кампания оказалась линейной, хоть и не загнанной в столь жесткие рамки, но тоннель был. В Наполеон Total War количество фракций еще больше убавилось. Теперь можно было сыграть за Францию, Австрию, Российскую империю, Королевство Пруссии, Британскую империю. Разработчики поправили искусственный интеллект, он стал более-менее лучше, подкрутили графику, улучшили экономику, но и дипломатию. У меня много врагов, но нет мне равных. Под сенью олив говорили, что никому не под силу завоевать Италию. В древней земле фараонов говорили, что никто не сможет покорить Египет. В царстве лесов и снегов говорили, что никто не укротит России. Теперь гордецы молчат. Они боятся меня, как буйство стихии, несущее разрушение и смерть. Ведь я Наполеон, великий император. Сжечь все. Ну, а я больше наиграл в Наполеон Total War, так как мне нравился именно этот исторический период. Несмотря на успех предыдущих исторических серий Total War, а именно Rome, Medieval 2, ну и конечно же Empire и Наполеон, компания Sega решила вернуться к истокам своего шедевра. Разработчики порадовали своих фанатов исторической части Total War Shogun 2. Shogun 2 был последним в серии, позволяющим игрокам свободно перемещать свои армии без генерала. Это было полезно для многих игроков. Еще одной особенностью стратегии были и дополнения. Начиная со второй части Shogun, разработчики игры начали выпускать ряд DLC вместо обычных больших расширений. Коммерческий успех Shogun Total War 2 открыл большой аппетит разработчикам. С этого момента все последующие серии Total War будут выходить в базовом так называемом варианте и потихонечку наполняться контентом в качестве DLC.
В двух словах о этом проекте, по сути это продолжение первой части. Это та же самая пошаговая стратегия, в которой игрок управляет государствами и участвует в масштабных сражениях в средневековой Японии. Здесь события разворачиваются в 16 веке, где игроку также требуется объединить Японию в единую державу и стать сёгуном. Однако здесь не все просто так, как и в других стратегиях. Для этого вы должны развивать экономику, собирать армию и вести ее к победе. Отличительным характером данной части являются шпионы и всякие гейши, которые могут сильно повлиять на вашу победу. На первый взгляд, новому игроку покажется, что карта компании Японии довольно маленькая и что тут игрок будет делать. Но разработчики очень хорошо постарались с насыщением контента даже в базовой версии Shogun 2 Total War. Во владениях игрок должен заказывать строительство определенных зданий. Некоторые здания стимулируют экономику. Но и про рисовые поля тоже не стоит забывать, ведь свой народ надо же чем-то кормить, особенно свою армию. О себе я скажу, просто невероятный опыт я получил, играя в Shogun 2 Total War. Для меня эта игра тоже оставила большой отпечаток в сердце. Честно говоря, я раньше даже и никогда не интересовался историей Японии. После этой игры я реально начал ею интересоваться. Компания Sega воистину создала невероятный шедевр в стратегическом плане. Я всегда ценил игры именно про историю, даже несмотря на то, что там есть некоторые нюансы, которые никак не относятся к историческим событиям. Однако нельзя забывать, что это всего лишь игра, и такие игры всегда подталкивают людей изучать историю. Это большой плюс, как по мне. Ну а от себя, как от Римаса, я посоветую вам, если вы никогда не играли в Shogun 2 Total War, то обязательно попробуйте. До сих пор, до наших дней, игра выглядит прям как современная, графика просто невероятная. Ну а позже разработчики добавили еще несколько DLC к данному шедевру. Это у нас Рассвет самураев и Закат самураев. И вот наконец-то 2 сентября 2013 году выходит легендарное продолжение Рима Rome 2 Total War. Rome needs no king. Mistakes led to this. This is the path you chose. К сожалению, игра вышла не слишком оптимизирована на тот момент. Да, и древу тоже удалили. Такое ощущение, что игру просто выпустили урезанной. Ну и соответственно на тот момент она получила практически средние оценки от всех игроков и поклонников данной серии. Однако разработчики на этом не остановились и начали ее потихонечку улучшать. Конечно, без дополнительных DLC мы не обошлись. Мы даже за кровь и зрелище платили дополнительные деньги. Как говорили разработчики, они так себя обезопасили от возрастного ограничения за бабки. Кстати говоря, наш канал как раз начинал свою жизнь именно с игры Rome 2 Total War. Но это уже другая история. Более подробно про игру, мне кажется, нет смысла рассказывать, потому что по сути это та же первая часть, только с улучшенной графикой и с урезанными механиками. Как я уже говорил, разработчики чуть позже все это дело, конечно, подправили и даже добавили древу и улучшенную внутреннюю политику. Например, раньше игроку по-любому могли объявить гражданство
гражданскую войну, несмотря на то, что у него все внутри хорошо. Сейчас, конечно, эта технология довольно хорошо проработана про внутреннюю политику. Там игрок должен балансировать между фракциями и угождать им, или же подавлять. Разработчики Sega внесли изменения в движок Warscape Plus и немного его улучшили. А карта компании Rome 2 Total War была серьезно увеличена и расширена на восток. Карта сейчас вмещает 183 региона. Наземные и морские сражения и осады были объединены в одно сражение с несколькими этапами боя. Например, сражение между судами, высадка десанта и осада крепости. В игру также добавили кинематографическую камеру, которая игроку позволяла наслаждаться, наблюдая за сражениями. Однако она меня, лично говоря, часто отвлекала, и я нес некоторые потери из-за данного наслаждения. Система сражения тоже подверглась к небольшим изменениям. Если во втором Сёгуну упор делался на индивидуальные схватки между юнитами, то во втором Риме разработчики сделали упор на жестокие групповые схватки, что по мне это небольшой минус. Часто получалось так, что игрок мог заметить, как его дружественный юнит смотрит на своего противника, и противник на него смотрит, и никто ничего не делает. Выглядело немножко абсурдненько. Через некоторое время разработчики добавили императорское издание, которое игроки получили бесплатно. По крайней мере, те, кто делал предзаказ. В данном издании было очень много оптимизаций и различных улучшений. Но и, конечно, все DLC мы с вами перечислять не будем, так как их очень много, которые кидают игрока в разные исторические моменты. Как по мне, Rome 2 Total War до сих пор актуальная игра, и я иногда в нее тоже поигрываю. Судя по онлайну Steam, бывает даже по 5-6 тысяч человек до сих пор играют в эту замечательную игру. Спустя год разработчики официально анонсировали новую часть Total War под названием Total War Attila. Поначалу игра казалась слишком хардкорной и мрачной на вид, где разработчики добавили полную разрушаемость городов и деревень. Действие Total War Attila происходит в 395 году нашей эры. Это воистину темные времена на заре средневековья. Однако сложность кампании также менялась на легендарный уровень сложности, к слову, который добавили в издание Императора в Rome 2 Total War. И это, честно говоря, большой минус, так как легендарная сложность, да вообще любая сложность в Attila либо в Rome 2 Total War заключалась в том, что твой противник расходует меньше на свою армию, а ты наоборот больше. Также это относится и к доходу, и к общественному порядку. Выбрав легендарную сложность, игрок никак не получит улучшение искусственного интеллекта. Он получит всего лишь так называемые дебафы, а искусственный интеллект получит те самые бафы. По сути, на этом уровень сложности и заканчивается. Ну а как по мне, Attila Total War тоже интересная игра, и я довольно много проиграл в эту игру. Собственно говоря, историческая часть Total War на этом практически заканчивается. Далее ярые фанаты Total War ждали третьего Medieval, продолжение средневековья. Преданные фанаты были уверены, что будет именно третий Medieval, ведь это самая лучшая историческая часть вообще всех времен Total War. Как уже было ранее сказано, тема сисек всегда актуальна. Однако вместо сисек фанаты исторической Total War получили огромный, мохнатый и толстый пенис фэнтезийного орка. На форумах разработчиков произошел такой переполох, что на некоторое время форум был просто закрыт. Фанаты исторической серии были просто в ярости после этой новости. А новость была следующая. Разработчики Total War анонсировали первый Warhammer Total War, где присутствуют летающие всякие твари, магия и все такое. Данная игра, по идее, была нацелена на новую аудиторию. Я, конечно, далек от мира Warhammer, я знаю, что он там делится на несколько частей, однако это тоже очень хороший коммерческий ход разработчиков. По сути, этот ход позволил наполнить базу фанатов игры Total War. Ну а через некоторое время разработчики прислали мне ключ от игры Total War Warhammer,
дали немножко денег и попросили снять видео прохождения. Я, конечно, выполнил свое обязательство, немножко поплевал и вернулся в историческую Total War. Чуть позже разработчики выпустили и вторую часть Вархаммера. Честно говоря, я не буду подробно останавливаться на вселенной Вархаммера, господа, потому что я далек от этого. Да, я пробовал играть, но во второй и в третьей части, которая вышла, я даже не заходил. Разработчики добавили онлайн-игру под названием Total War Arena, где было ОБТ, так называемое, и довольно хорошо все шло, но по каким-то причинам они закрыли этот проект. Честно говоря, мне было жаль. Затем Total War Arena передали под контроль Картошки. Это Мир танков. Вроде бы проект живой, но я не следил за новостями. После Арены продолжилась историческая сага. В этот раз разработчики анонсировали Total War Saga Троны Британии, где игроку предстоит захватывать Британию, объединять ее или освобождать ее от захватчиков-норманнов. К сожалению, данная игра не получила положительных, прям хороших оценок, так как в игре мало разновидных юнитов, были нюансы с полководцами и лимитом войск. Такое ощущение, что разработчики выделили 1,5 человека на разработку Троны Британии и просто вот так вот кинули косточку любителям исторических серий Total War. Вот вам, держите, играйте и молчите, мы тут делаем Warhammer, не мешайте нам. Через некоторое время игроделы анонсировали еще одну игру. Это Total War Троецарствие. В мгновение покоя клинки друзей скрещиваются в клятве. Восстановить закон и порядок. На дворе 190-й год, и империя Хань балансирует на краю гибели. Ее разорили коррумпированные евнухи, подчинил своей воле деспот Дунджо. Пламя войны охватывает царство, долго жившее в мире. Растущий хаос порождает восстание, а голос императора заглушается ревом тирана. Страна истекает кровью. Вместе они бросят вызов общему врагу. Но их хрупкий союз не сможет существовать вечно. Очевидно, разработчики нацелились на еще одну аудиторию, а это китайский рынок. Геймплейная часть игры состоит из двух режимов. Это романтизированные и классические режимы, один из которых можно выбрать перед началом кампании. Если в двух словах, то первый режим, он более такой магический режим, где один полководец может ушатать практически всю армию. А вот второй, классический режим, это более такой реалистичный режим, однако там тоже полководец более-менее защищен, в отличие от прошлых серий Total War. Стратегическая карта Total War Three Kingdoms состоит из 70 провинций, поделенных на 187 регионов. Из них 35 провинций состоят из двух регионов. В основном это северо-восток карты, область Хэбэй. 23 провинции состоят из 3 регионов. В основном это Южный Китай, к югу от реки Янцзы. 12 провинций состоят из 4 регионов. В основном тоже Южный Китай. Экономическая составляющая игры, конечно, тоже более-менее хорошая, но здесь уже были видны оттенки, знаете, такого вот оказуаливания игры серии Total War. Нету этого хардкора, как это было во втором Сёгуне, либо в Наполеоне Total War. Хотя я бы не сказал, что там жесткий хардкор, но вот ощущение той атмосферы именно вот по поводу экономики и политики уже, к сожалению, не остались. Ну а отзывы игроков, конечно, более-менее положительные, да и я тоже немного поиграл. Даже получил некое удовольствие. Помимо основной игры Троецарствия, там было уйма всяких дополнений и новых фракций, которые открывают новые временные периоды, либо какие-то старты и новые возможности.
В заключение, историческая часть Total War в данный момент, к сожалению, мертва. Старые бородатые фанаты играют либо в Наполеон Total War, либо во второй Сёгун, либо во второй Рим, или даже в Аттила. Надежда на то, что выйдет третья Medieval, конечно, у старичков остается. Хотя на данный момент пока никаких предпосылок нет. Я даже не удивлюсь, если компания Sega начнет пилить и четвертый Warhammer, так как с экономической точки зрения разработчикам заносят деньги, а пока корова жива, ее нужно доить. Как можно больше оказуалить игру и добавить больше магии, как это произошло с игрой Троя, которая даже бесплатно раздавалась, и игроки просто не хотели ее брать. Лично я никогда в нее не играл, но по слухам это так, поэтому личную оценку я здесь давать точно не буду. Уважаемые стратегии, как вы думаете, следующая часть Total War какая будет и какую вы ждете? Мир вашему дому.